Друзья, всем привет, с вами Сергей. Сегодня хотелось бы сделать небольшой обзор распаковку на свое недавнее приобретение, а именно купил себе гриндер AFI 915 Pro. Для каждого не секрет, что гриндер в мастерской незаменимый помощник, но цены в последнее время взлетели на них, конечно, очень сильно. Плюс данного же гриндера состоит в том, что он поставляется без двигателя, вследствие чего дешевле. Вы спросите, а как же тогда работать на данном гриндере? Все очень просто. Можно использовать обычную болгарку, которая есть в каждой мастерской. Можно использовать 115 либо 125, а мощностью от 500 до 1800 Вт. Сейчас сделаем распаковку, соберем, затронем технические характеристики, ну и, конечно же, поработаем на нашем гриндере. Друзья, хотелось бы отметить, как все добротно упаковано. Каждый узел в отдельной упаковке, и все упаковано в пупырчатую пленку. При транспортировке ничего не повредится. Огромный плюс производителю за такую упаковку. Итак, распаковка закончилась, и сейчас более детально рассмотрим комплектацию. В базовой комплектации у нас идет сам гриндер, шлифовальная лента 915×50, зернистость P60, рабочий столик, ведомый ролик, вот как выглядит, различный крепеж под 115 и 125 УШМ, пружина, инструкция на русском языке и наклеечка. Отдельно приобретали шлифовальные ленты разной зернистостью, шлифовальный столик, к нему в комплекте идет шлифовальная тарелка и два круга, войлочный и шерстяной, а также ведомый ролик, вот как он выглядит. Также было приобретено устройство для выведения спусков для ножей и заточное устройство для сверл. К этому устройству также в комплекте есть инструкция. Ну и сразу заказал себе вот такую керамическую пластину, которая предотвращает нагрев шлифовальной ленты, вследствие чего шлифовальная лента работает намного дольше. Ну а сейчас давайте приступим к сборке нашего гриндера. Перед началом сборки давайте замеряем диаметр роликов. 43 мм. Ведущий также 43 мм. Здесь ролик составляет 47 мм. Толщина рамы составляет 4 мм. Это отличный результат для данного гриндера. При сборке первым делом установлю керамическую пластину. Ослаблю 4 винта и извлеку защитную пластину. Извлек защитную пластину и крепим к ней керамическую. Не забываем протянуть все и установить на свое рабочее место. Прежде чем протянуть вот эти болты, выравниваем нашу пластину. Делать буду при помощи линеечки. Выравниваем и протягиваем. Далее установлю рабочий столик. Крепится вот на этот болт, вот на это посадочное место. Как видим, рабочий столик имеет множество различных настроек угла наклона. Это огромный плюс, к примеру, при заточке инструмента. Далее установлю, как говорится, сердце нашего гриндера, это УШМ. Буду использовать вот такую 125 на 1100 Вт с регулировкой оборотов. В комплекте идет два посадочных кольца. Одно идет под большую болгарку, а другое как раз под мою. Итак, установим УШМ. Устанавливаем УШМ в посадочное кольцо до упора, а затем затягиваем винт. Также не забываем установить уголок, который идет в комплекте. Он крепит УШМ к корпусу нашего гриндера. Ну и, конечно, не забываем протянуть. Теперь установим пружину для натяжения шлифовальной ленты. Устанавливается следующим образом. А также закрутим ручку от нашей УШМ вот в это отверстие. Теперь остался установить ведомый ролик.
и шлифовальную ленту. Перед первым запуском нужно настроить рабочий столик и движение ленты. Как видим, наша лента уходит в сторону. Это можно устранить при помощи винта. Сделаем пробный запуск и отцентруем нашу ленту более точно. Друзья, как видим, гриндер не вибрирует, стоит на месте как влитой. Я считаю, это отличный результат. Ну и теперь давайте попробуем поработаем. Есть вот такой обрезок профильной трубы. Сейчас сделаем торцевание и уберем заусенца. Друзья, как видим, результат отличный. Поработаем с деревом и сделаем небольшое закругление. Как видим, гриндер со своей задачей справился тоже на отлично. Есть вот такая старая стамеска, и она уже давно просилась, чтобы ее заточили. Отличный результат получился. Теперь работать одно удовольствие. Друзья, ну а чтобы сделать спуски на ножах, применяется вот такая приспособа. Устанавливаем нож, зажимаем вот такой струбцинкой, которая идет в комплекте. Устанавливаем нужный нам угол и вот таким образом делаем спуски на ножах. Сейчас я это делать не буду, для этого сниму отдельный ролик. Теперь поработаем в горизонтальном положении. Ослабил гайки. Поворачиваем наш гриндер в горизонтальное положение и настраиваем столик. Вот как выглядит гриндер после всех настроек. И теперь мы можем работать с более длинными заготовками. Как видим, в таком положении действительно очень хорошо работать с длинными заготовками. Далее установим шлифовальный столик. Для этого снимем ленту и поменяем ведомый ролик. И закрепим столик на 2 болта. И установим шлифовальную тарелку. Отрегулировали столик и можно приступать к работе. Как видим, результат тоже радует. Также при помощи данной шлифовальной тарелки можно заниматься и полировкой. Ну вот и дошла очередь до установки приспособления для заточки сверл. Чтобы его установить, нужно убрать рабочий столик. И на это место устанавливаем наше приспособление. Вот таким образом. После установки приспособления на свое законное место нужно приступить к регулировке. Регулировки все осуществляются при помощи одного шаблона. И первое, что нам нужно сделать, это установить угол заточки сверла 118 градусов. Для этого берем наш шаблон, прикладываем к ленте и выставляем так, чтобы наш шаблон прилегал к ленте. И закручиваем гайку.
Далее ослабим гайку барашек и установим угол заточки режущей кромки сверла при помощи данного шаблона. Шаблон берем таким образом, чтобы две точки прислонялись к нашей ленте. Вот таким образом. И подгоняем угол. После подгонки проверяем, все ли совпадает. Все, можно приступать к заточке сверла. Есть вот такое сверлышко, и попробуем его сейчас заточить. Вот так вот заточилось сверло. Теперь нужно настроить приспособление для заточки заднего угла сверла. Для этого ослабим гайку барашек. И шаблон берем уже следующим образом. Вот таким. И подгоняем угол. Затем еще раз проверяем. Также нужно ослабить вот эту гайку барашек. И уже угол подстроить под диаметр сверла. У меня получилось, что нужно опустить в самый низ. И пробуем дальше затачивать. Вот какой получился результат. И сейчас попробуем поработаем данным сверлом. Друзья, вот такой получился небольшой обзорный ролик. Гриндером я доволен на 100%. Из плюсов хотелось бы отметить в первую очередь это его цена. Второй плюс это то, что мощность мы подбираем сами. В данном случае я установил 125 УШМ на 1100 Вт. И данные мощности для моих задач просто за глаза. Также данный гриндер может работать как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. Плюс множество настроек рабочего столика. Также из плюсов хотелось бы отметить то, что все приспособления мы приобретаем отдельно. То есть в данном случае мы не переплачиваем, а приобретаем то, что именно нам нужно. На этом будем заканчивать. Обязательно пишите в комментариях, как вам данный гриндер. Возможно, кто-то уже на нем работал. Скажите, как он себя зарекомендовал. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока, добра, удачи. Пока-пока.